Привет! Сегодня покажу и расскажу, как связать в таком обычном бабушкином квадрате сердечко. И как, соответственно, менять места, чтобы это сердечко вырисовывалось. У меня уже готовое, и изнанка выглядит примерно вот так. Необходимо заправить кончики. В принципе, что лицевая сторона, что изнаночная, выглядит очень аккуратно. Единственное, просто нужно заправить кончики. Вязать я буду также из Milk Cotton. Это обычная вот пряжа, из которой я в последнее время постоянно все вяжу. У меня будет два цвета, это белый и бежевый. И во втором квадратике я решила поменять цветами и сделать не белое сердечко, а бежевое сердечко. Ниточку поближе сейчас покажу. И, соответственно, обвязать сердечко белым цветом. Посмотрим, что у нас выйдет. Вязание начинаем с волшебного кольца. Обматываем вокруг 3 пальчиков ниточку. Заводим крючок. Подробнее о том, как вяжется волшебное кольцо, столбики с накидом, столбики без накида, я рассказывала в отдельном видео, ссылочка также останется в описании и появится где-то вверху. Итак, сделали с вами волшебное кольцо и набираем 3 воздушные петельки. Тем самым мы сымитировали наш первый столбик с накидом. Делаем накид, заводим крючок в кольцо, захватываем ниточку, чуть-чуть ее подтягиваем и провязываем. Соответственно, нам необходимо провязать 4 стороны, и в каждой стороне у нас будет по 3 столбика с накидом. Между ними у нас будет такой вот угол, мы будем формировать просто из одной воздушной петельки. Сейчас на практике покажу, как это выглядит. Довязываем с вами третий столбик с накидом. Помним, да? Первый это у нас просто косичка была. Из 3 воздушных петелек мы сымитировали. Вот у нас 3 столбика с накидом. Делаем воздушную петельку. Это у нас первый угол. И переходим на вторую сторону квадрата. Пока мы просто формируем с вами квадрат. И таким образом провязываем во второй стороне квадрата 3 столбика с накидом. Одна воздушная петелька сейчас будет, и тем самым будем формировать с вами второй угол. Смотрите, сейчас поближе покажу. Вот наши стороны квадрата, и вот мы с вами как раз формируем сердцевину нашего квадрата, состоящую из 4 сторон и углов. Угол это воздушная петелька, сторона это 3 столбика с накидом. Таким образом вяжем полностью и будем закрывать наше колечко. Я довязываю до конца, и сейчас мы с вами сверимся. Вот наши стороны квадрата и, соответственно, углы. Теперь нам необходимо просто сделать воздушную петельку, чтобы сформировать последний 4 угол. Но прежде чем мы это сделаем, просто затянем кольцо. Пока это может быть выглядит как круг, но на самом деле дальше уже со второго ряда будет вырисовываться квадрат. Делаем воздушную петельку, и все, это наш 4 угол. Теперь необходимо нам закрыть полностью первый ряд. Закрывать будем следующим образом. Вот наши 3 косички, которые, помните, мы провязывали 3 воздушные петельки. И в третью под косичку, вот сюда,
мы будем заводить с вами крючок. Заводим крючок с противоположной стороны, чтобы крючок выходил на лицевую сторону. Он немножко может быть тугая косичка. Вот, можно взять крючок поменьше, чтобы было поудобней. Но у меня получилось и этим крючком. Вяжу, кстати, я крючком номер 4,5, и все как обычно, всю информацию я оставлю в описании. Вот так вот мы завели крючок. Теперь захватываем нашу петельку и просто через косичку вот так протягиваем. С другой стороны мы подтягиваем и провязываем петельку. Все, закрыли ряд. Провязываем еще 2 петельки, и тем самым вот у нас новый столбик, имитированный столбик с накидом. Переходим на второй ряд. Во втором ряду будем вязать с вами вот в эти арочки. Это те углы, которые мы формировали в нашем первом ряду. Вот они. Так как мы уже сымитировали с вами первый столбик, нам необходимо туда провязать, в эту арочку, еще 2 столбика с накидом. Тем самым первый будет просто имитированный, а вторые будут прям провязанные в арочку. Делаем накид и провязываем. Не под косичку, не в столбик, просто в арочку заводим крючок и провязываем 2 столбика с накидом. Вот у нас этот узор мне еще напоминает такие, знаете, лапки. Поэтому вот первая лапка у нас провязана. Вот сейчас мы провязали вот эту и переходим к следующему углу. Делаем воздушную петельку. И в следующий угол провязываем 3 столбика с накидом. Заводим крючок и провязываем. Опять заводим крючок, провязываем. И еще один разок. Теперь просто делаем воздушную петельку. И опять туда же, в арку, провязываем еще 3 столбика с накидом. Получается, всего в арку мы провязали 6 столбиков с накидом, но между тремя мы провязали такой вот новый угол из одной воздушной петельки. Сформировали. Смотрите. Делаем воздушную петельку. И в следующий угол. Точно так же, как и в этот угол, мы будем провязывать. У нас такие лапки. Получается, в углу у нас, видите, по 2 теперь сформированы. И так будем вязать до конца ряда.
Итак, я довязала последний угол, и мы пришли к тому месту, с которого начинали. И вот мы видим, что у нас везде по 2 лапки, да, по 3 столбика с накидом в каждой лапке. И нам не хватает второй лапки. Поэтому сейчас делаем с вами воздушную петельку и провязываем с вами лапку в наш первый угол. Тем самым мы завершаем вязание второго ряда и будем закрывать его и переходить на новый. Вот таким образом первые 2 ряда у нас вяжутся одним цветом, а второй цвет мы вывязываем только с 3 ряда. Итак, сделали воздушную петельку, не забыли. И теперь будем соединять. Соединяем точно так же, как мы делали это в первом ряду. Находим нашу имитированную косичку, вернее имитированный столбик из косички. И вот в 3-ю косичку под нее будем заводить крючок и захватывать ниточку. Все такие самые сложные детали я всегда показываю иголочкой, чтобы было нагляднее видно. Тут та же самая ситуация. Можно взять крючок поменьше, но я решила попробовать своим. И вуаля, все получилось. Закрываем второй ряд. Подтягиваем. Все, и теперь провязываем 3 петельки. Раз, два, три. Таким образом у нас как будто с вами бесшовное соединение, потому что его не видно ни с изнанки, ни с лицевой стороны. Такой вот интересный способ. Все, переходим на новый ряд, и здесь мы уже будем вводить с вами второй цвет. Начало 3-го ряда ничем не отличается от второго, поэтому все то же самое мы будем провязывать в наш угол 2 столбика с накидом. Также в угол подарочку просто заводим крючок. Захватываем ниточку и провязываем столбик с накидом. И то же самое 3-й раз. Все то же самое, как во втором ряду. 2 столбика с накидом мы провязали в арочку, и первая косичка у нас была сымитирована как раз. Вот мы уже видим полноценный квадратик. Хотя первый раз, помните, у нас был прям круг кругом. Смотрим. Вот наши лапки начались. Вот она. И, соответственно, следующий цвет нам надо поменять на белый. Потом мы вяжем таким же цветом, бежевым, но необходимо вот сейчас одну лапку провязать белым цветом. Что мы для этого делаем? Берем белую ниточку. У вас может быть абсолютно другие цвета. Сейчас снимаем крючок и распускаем петельку. Буквально один раз, вот так. Просто одну петельку мы сняли с крючка. И теперь провязываем в нее белую. Этот момент я буду показывать еще несколько раз, поэтому если поначалу кажется, что сложно, ничего сложного, просто смотрите, и в следующие моменты я также буду этому уделять внимание. Подтянули все ниточки, белые, бежевые, чтобы у нас никакой столбик не был слишком растянут и так далее. Так вот, аккуратненько мы ввели цвет. Немножко такая, знаете, ювелирная работа, но на самом деле все просто. Все. Теперь мы
хвостик белого цвета прячем, да, будем его ввязывать потихоньку. И нам необходимо вот сюда. Раньше мы вязали под угол, теперь нам необходимо еще сторону провязать, чтобы, соответственно, у нас наше полотно лежало, а не сужалось. Делаем накид. Заводим крючок. Именно вот в эту арку, где у нас между нашими столбиками. И туда будем просто провязывать 3 столбика с накидом. Наши ниточки мы протягиваем как бы вдоль, поэтому когда мы делаем накид, заводим крючок, ниточки остаются сверху крючка. Тем самым они вот так вот протягиваются. Хвостик белой нити мы ввязываем, а бежевая идет с нами до следующей смены цвета. Вот так вот потихонечку они ввязываются. Вот видите? Подтягиваем, если где-то там что-то ниточка. Не затягиваем, а просто подтягиваем, чтобы она лежала аккуратно. Теперь нам необходимо снова сменить цвет. Да, и следующие 3 по 3 мы будем вязать бежевым цветом. Соответственно, нам необходимо поменять цвет. Распускаем. Вот одну петельку буквально. Сразу же вставляем крючок. И меняем местами. Белый с бежевым. Хвостик продолжаем протягивать, а белый с бежевым просто меняем местами. И провязываем бежевым цветом. Тем самым столбики у нас белые, но мы поменяли цвет. Делаем накид. И вот сюда в угол будем провязывать 3 столбика с накидом. Видите, крючок заводим, а ниточки остаются сверху крючка. Тем самым они ввязываются. Не затягивайте, чуть-чуть расслабленно. Нужно вытягивать прям полностью, чтобы у нас сформировался столбик. И таким образом провязываем. В этот угол необходимо провязать 2 лапки, между ними 1 петелька. Вот видите, у меня немножко такой бугорок случился. Я просто подтянула ниточки, чтобы все было аккуратно. Лучше за этим следить сразу, потому что потом, если мы обнаружим в конце ряда, то можно уже не успеть подтянуть и придется распускать. Я уже так делала, поэтому ничего страшного. Просто не забывайте подтягивать ниточки, чтобы все было как с лицевой, так и с изнанки красиво. Я очень люблю, когда и с одной, и с другой стороны очень красиво. Необходимо провязать еще 2 лапки. Буду называть их так. Делаем воздушную петельку. Это наш следующий угол. И провязываем 3 столбика с накидом. Теперь необходимо провязать 3 столбика с накидом на стороне. Вот видите, мы раньше во втором ряду провязывали только в углы, а теперь у нас подключилась одна лапка, которая просто по стороне квадрата провязывается. Здесь мы между ними уже не делали воздушных петелек, они делаются только во втором ряду. В третьем ряду, если вы заметили, то воздушные петельки между лапками я делаю только в углах. Вот здесь на стороне не нужно делать больше воздушных петелек, иначе полотно будет слишком дырявчатое такое. Оно отлично, смотрите, вот по готовому уже квадрату оно отлично выглядит и без воздушной петельки между, например, лапки, которые в углу, и лапки, которые, соответственно, на стороне. Вот опять у нас смена цвета пошла.
Поменяли ниточку, провязали, подтянули. И теперь необходимо сюда провязать новую лапку. И вот я довязала угол до конца. Давайте теперь сверимся с нашим первым квадратиком. И видим, что нам необходимо здесь поменять цвет, а дальше опять поменять цвет. Получается, сторону мы провязываем с вами бежевым цветом, а потом снова меняем и угол провязываем белым цветом. Поэтому сейчас я сняла последнюю петельку и меняем с вами цвет. И вот так вот провязываем. Там у меня уже белый хвостик заканчивается, но мы еще его можем вязать. Потом просто сделаем узелок и завяжем, чтобы он никуда не убежал. Провязываем с вами столбики с накидом. Вот новую лапку на стороне, а не в углу. И потом будем снова с вами менять цвет, чтобы угол провязать белым цветом. Вот смотрите, вот здесь угол нам необходимо будет провязать белым цветом. Снимаем крючок и вот последнюю петельку снимаем и меняем цвет. Вот по такому принципу мы будем вывязывать с вами сердечко и прокладывать нашу ниточку. Теперь мы провязываем белым цветом в наш угол, вот сюда, 2 лапки белых провязываем. Вот видите, у нас уже потихонечку формируется сердечко, может быть пока особо не видно, но со следующего ряда уже будет более-менее видно. Провязываем 3 столбика с накидом, между ними будет 1 воздушная петелька, новый угол. И все. Это единственный раз, где мы сейчас провязываем 1 воздушную петельку, только для того, чтобы формировать следующие углы. Получается, всего нам необходимо провязать 4 в каждый угол. Да? На стороне, когда мы провязываем новую лапку, мы не провязываем уже никакую воздушную петельку. Я заканчиваю наш последний угол, и теперь необходимо провязать сторону квадрата, 4-ю, и еще лапку в последний угол, который у нас является первым. Необходимо сменить цвет. Мы уже помним, как его менять. Уже делали с вами это несколько раз. И по такому принципу будем вязать дальше, формируя сердечко.
Вот мы с вами уже провязали третий ряд. Сейчас будем его закрывать, и уже потихонечку вырисовывается сердечко. Точно так же мы провязываем с вами, находим нашу косичку первую, в третью косичку, видите, третья. Также под нее заводим крючок и протягиваем ниточку, чтобы перейти на новый ряд. Нам буквально остался еще один ряд, чтобы с вами сформировать сердечко. Вот. А на пятом ряду мы уже просто будем обвязывать одним цветом, чтобы такое, знаете, обрамление сделать нашего сердечка, чтобы оно было более отчетливо видно. Поэтому переходим на наш третий ряд. Ой, четвертый ряд, простите. Вот так вот все подтягиваем, смотрим, чтобы у нас везде было все тут аккуратненько, красивенько. И с изнанки, и с лицевой стороны. И потом просто с вами уберем хвостики, и будет прекрасно. Подтягиваем и провязываем с вами 3 воздушные петельки. Смотрим. Вот у нас было провязано. Теперь над ним нужно провязать еще такую же лапку. Поэтому тем же бежевым цветом провязываем в арочку 2 столбика с накидом и сформируем с вами лапку. Дальше у нас идет смена цвета, и вот здесь мы уже на стороне провязываем 2 лапки. Если в предыдущем ряду у нас была одна лапка на стороне квадрата, то тут будет по 2 лапки на каждой стороне. Меняем цвет. И провязываем по 3 столбика с накидом. Провязали. И теперь в следующую. Также белым цветом провязываем. Вот мы видим, да, у нас провязано. Теперь необходимо поменять опять цвет и провязать угол уже бежевым цветом. Меняем цвет и провязываем наш угол. Заметили, да, когда я связала в сторону квадрата, никаких воздушных петелек я между нашими лапками не делала. Как я уже говорила, что с третьего ряда мы делаем только в углах. Поэтому всего воздушных петелек необходимо 4 на каждый угол по одному. Все, сменили цвет и вяжем тут 2 лапки, между которыми сделаем одну воздушную петельку как угол.
Вот таким вот простым способом в бабушкином квадрате мы вывязываем, еще не вывязали, да, вывязываем с вами сердечко. И может быть для некоторых там, когда мы вяжем двумя цветами, когда мы их меняем, особенно для тех, кто только начинает, это может быть казаться сложным, но на самом деле мы меняем с вами цвет буквально 2 ряда. Это третий и четвертый. Вот. В пятом ряду мы уже просто одним цветом будем все обвязывать, как, например, первый и второй ряд мы это делали. Поэтому из всех 5 рядов, которые есть в квадрате, всего лишь 2 ряда у нас идет смена цвета. Вот. И вот эти вот моменты просто важно, как я говорю, усидчивый новичок, важно просто быть внимательным, поменять цвет, а дальше уже один квадрат провязали, второй квадрат провязали, и уже можно несколько мотивов таких сделать и связать, например, плед или какой-то коврик, или даже вяжут кардиганы. Я в конце приложу видео, которое я нашла с таким узором на Пинтересте. Они очень прекрасные, и можно по-разному попробовать. Я связала 2 таких квадратика просто под подставку под кружку. Они такие очень уютные, милые и необычные. Смотрите, уже прям получается сердечко. И смотрим, да, что нам необходимо. Дальше мы провязываем с вами также белым цветом. И до следующего, получается, до следующей стороны мы провязываем белым цветом. У нас косичка с вами идет вдоль нашего квадратика полностью. И вот мы уже почти закончили.
Вот закончили с вами угол, и теперь нам необходимо две лапки на стороне, одна из которых будет также белым цветом, а вторая уже будет бежевым цветом. Нам необходимо будет просто поменять цвет. Вот это как раз наши вот эти вот сердечки, выпуклая часть у сердца, которая идет. И, соответственно, вот мы ее так вырисовываем. Вот я сейчас сменила цвет и перехожу на вторую лапку, которую мы вяжем по стороне квадрата, и она уже вяжется бежевым цветом. Это наши такие, знаете, финальные штрихи для вырисовки нашего сердечка. И вот угол. Соответственно, провязываем вторую лапку в последнего угла, он же первый угол, и вяжем туда 3 столбика с накидом. Затем будем соединять, закрывать и заканчивать наше вязание. Все, здесь находим третью косичку и под нее соединяем. Все как всегда, как мы делали во всех предыдущих рядах. Делаем воздушную петельку и соединяем. Здесь уже, знаете, такие петельки наловчились, и уже так заходит крючок, очень удобно. Это только в первые, наверное, 2 ряда не особо. Поэтому можно взять крючок меньшего размера, чтобы было удобнее. Вот, смотрите, сердечко полностью вырисовалось. Теперь будем делать окантовку. Вот, просто белым цветом, чтобы четче было видно наше сердечко. Соответственно, нам надо поменять цвет, так как мы сделали с вами соединение бежевым цветом, мы просто в петельку будем сразу провязывать белый цвет, как я показала сейчас на видео. Подтянем с вами бежевую ниточку, чтобы все было аккуратно, и набрали с вами 3 воздушные петельки белым цветом. И все, и теперь пошли просто вязать по такому же принципу, но уже мы не будем с вами менять цвет ниточки, а просто белым цветом провязываем в каждый угол по 2 лапки и между ними одну воздушную петельку, а во все остальное просто по одной лапке из 3 воздушных петелек, без каких-либо петелек между ними. Вот таким вот образом просто обвязываем, тем самым, чтобы наше сердечко было видно очень хорошо. И вот я довязала до конца ряда, соединила его, и теперь необходимо закрыть. Мы провязываем 2 петельки и обрезаем ниточку. Вытягиваем ее и затягиваем, тем самым получился такой узелок. Нам останется просто заправить ниточку, и все. Ниточки, я бы сказала, абсолютно все. Но, тем не менее, несмотря на все ниточки, у нас получился очень хорошая изнаночная сторона, и она практически не отличается от лицевой. Что можно сказать? Успех.
Вот таким вот принципом вяжите ваши сердечки. Можно связать такие на подарок. А я вставлю здесь вставочку из картинок, которые я нашла на Pinterest, изделий из такого узора. Вяжите с удовольствием. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.